Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи по средам с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь, следите за мыслью, так сказать, и, конечно же, поддерживайте канал. В общем, общение — это самое главное, что у нас есть, особенно в эти самые тяжелые времена. Их мы обсудим, и геополитику обсудим, и, конечно же, обсудим ситуацию в Украине, вокруг Украины, свежее заявление. Опять все выдают желаемое за действительное, но сегодня, например, героем дня стал Рубио, да, с этими контингентами. Конечно, волны такие очень бушующие и бьют об скалы понимания происходящего, и поэтому важно общаться, задавать вопросы. В конце эфира, как всегда, ответы на ваши вопросы от Костя Бондаренко. Такая наша постоянная рубрика. Если не хотите ждать или хотите эксклюзивно, пожалуйста, телеграм-канал Костя Бондаренко и YouTube-канал Костя Бондаренко. Он практикует выходы и в эфир, и тоже с ответами на вопросы. Милости прошу. Клуб зрителей Шелеста, закрытое сообщество аудитории как бы избранных, да, в Телеграме. Абсолютно открытая возможность задать вопрос заблаговременно в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи и чат-трансляции. Это все на финал. Если не хотите никого ждать, а чтобы прям на экране было написано, вот как на заборе, прям написано, QR-код, который возле меня, если работает этот сервис. Всем спасибо за поддержку, суперчаты, суперстикеры. В общем, откатал обязательную программу. А теперь обязательный мыслительный штурм. Проголосуйте за один из вариантов ответа на вопрос. На месте Зеленского вы бы поехали договариваться в Москву? Варианты. Однозначно еще вчера. Да, но чуть позже. Время не пришло. Только вместе с Трампом и Макроном, ну или по отдельности, в общем, с Трампом в Москву в самое время. Или нет, не для того вся песня писалась. Цитата из легендарного Шнура про выборы и кандидатов тоже. Константин Петрович, давайте с этого начнем, потому что вчера сумасбродно, вчера как из пулемета, слушайте, Сибига, разобрали его на цитаты, его интервью, и он говорит, значит так, рамка будет следующая. Мы подпишем 20 пунктов с Америкой, Америка договорится с Россией. Зеленский готов поехать куда угодно, встретиться с Путиным и решить два вопроса. Первый вопрос – это Донбасс и территории. Второй вопрос – Запорожская атомная электростанция. Ну и, собственно, поэтому и вопрос. Сегодня ему ответили, говорят, да, приезжай в Москву. Что скажете по поводу вот этого видения украинской стороны происходящих контактов и переговоров? Помните, еще в самом начале антитеррористической операции Зеленский, выступая в одном из эфиров, сказал, что он бы поехал к Путину и стал бы на колени, если бы этого потребовалось, для того, чтобы завершить войну. Но с тех пор прошло уже 12 лет, почти 12 лет прошло, и Зеленский, очевидно, передумал ехать к Путину. Заявление Сибиги, что Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить вопросы территорий и атомной электростанции, это лукавство на самом деле. Потому что он чудесно понимает, что с Зеленским эти вопросы не будут обсуждать. Это важный момент. Более того, приоткрою небольшую, наверное, тайну. Считайте это инсайдом, считайте как хотите, но обсуждаемый вопрос. Что касается Запорожской атомной электростанции, это то, что Соединенные Штаты предлагают формулу, и Россия соглашается на эту формулу, согласно которой Запорожская атомная электростанция находится под контролем России, Российской Федерации, что, в принципе, естественно, поскольку территория оккупирована. Но Украина получает, уже на каких основаниях, это уже другой вопрос, получает электроэнергию от Запорожской атомной электростанции. Украина, в принципе,
согласовывала многие вопросы с американской стороной, и звучало такое предложение, что мы бы, наверное, согласились бы на тот вариант, что Запорожская атомная электростанция находится под контролем МАГАТЭ или специального комиссара, согласованного с Соединенными Штатами, который управляет этой станцией, а электроэнергия в равных долях поступает 50% России, 50% Украине. Это было фактически такое, прозвучало предложение от украинской стороны, но оно не было, не прозвучало официально. Это пока что рабочая версия. Второй момент, который касается именно территорий. Опять же, как мне рассказывают украинские источники. Это украинские источники в первом и во втором случае. Как мне рассказывают именно украинские источники, близкие к офису президента, во время встречи Трампа и Зеленского в Давосе Зеленский предложил новую формулу по этой территории Донбасса, которую Россия требует, чтобы мы вывели оттуда войска. Он говорит, а давайте это будет определенная подмандатная территория. Небольшая, но мандат на управление этой территорией будет у Совета мира. И Трамп задумался, ему польстило, что Зеленский выступил с такой инициативой. Что, условно говоря, не достанешься что никому. Вот такой подход. Поэтому, когда Сибига говорит о том, что Зеленский готов ехать обсуждать эти моменты, он, понятное дело, выступает там с определенной долей лукавства, пытается играть роль дипломата. Мол, я вам сейчас скажу, а вы потом дальше, соответственно, думайте, что я сказал. Константин Петрович, но тут возникает, в принципе, теперь становится понятно, если предположить, что это все, или в точности, или близко, да, к реальному раскладу. Понятно, почему такие воодушевленные приехали с Абу-Даби украинские делегаты, а потом на протокольных фотографиях встречи с Зеленским, докладывая о том, как они поговорили, у всех просто сумасшедшая озадаченность на лицах, и все аж как в воду опущенные, если так посмотреть. Они явно говорили в Абу-Даби о другом. Тогда чего ждать от 1 февраля, Константин Петрович? Да, они говорили не только о другом. Там в Абу-Даби действительно были очень серьезные подвижки. Более того, сами американцы даже удивились, что украинская и российская делегация согласились встретиться без посредников и поговорить с глазу на глаз, обсудив определенные моменты без протокола и без каких-либо посторонних глаз. Это уже был большой прогресс. После этого они разъехались для того, чтобы проинформировать первых лиц своих государств о состоявшейся беседе, о нюансах этой беседы и, очевидно, о новых предложениях, которые прозвучали с одной и с другой стороны. И наша делегация, как мне говорят, она получила очень серьезную взбучку. Да, Буданов сразу сказал, у нас нет директив на обсуждение. Мы услышали вас, мы передадим это все первому лицу, и так далее, то есть ваши предложения. Но директив обсуждать мандаты на обсуждение этих вопросов у него не было. Ему надо получить мандат, поэтому взяли недельную паузу. Что произошло за эту недельную паузу? Зеленский 25 января, в день своего рождения, вдруг летит в Вильнюс. Вдруг он вспомнил, что существует такой формат, как форум Калиновского. Он до этого времени, я уверен, что он не знал, кто такой Костусь Калиновский. Он не знал, что такое январское восстание 1864 года. Он не знал вообще об этом, но тут ему сказали, что надо ехать. И этот форум, это был только повод. Повод для того, чтобы встретиться со своими кураторами, встретиться с теми людьми, с которыми он советовался на протяжении всей войны. Можно не впопад скабрезно пошучу. С Тихановской? Почти. Нет, просто одни и те же люди стоят за авантюрой Тихановской 2020 года, которая длится до сих пор, и за определенными действиями Зеленского. Одни и те же люди, один и тот же почерк, одни и те же, одни и те же структуры. И там он в тесном кругу отпраздновал свой день рождения, поговорил, и ему сказали снова, что давайте лучше воевать.
Вот. Давайте лучше дальше будем продолжать действия боевые. И сейчас Зеленский будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы был, скажем так, имитация мира не завершилась реальным миром. Когда меня спрашивают, увенчаются успехом нынешние переговоры, я выступаю в роли скептика. Я говорю, что до тех пор, пока Зеленский при власти, мира не будет. Ну и ничего не указывает на то, что он власть теряет или потеряет, или В том-то и дело. указывает. Люди его типа теряют власть без каких-либо предварительных показаний к этой потере. То есть быстро и внезапно. Мгм. Сегодня расхватали на цитаты Рубио, который говорит, выступает на слушаниях в Конгрессе и как бы объясняет Конгрессу, там же как это все звучит. Зеленский, хотя, конечно, его американцы качают, это видно, и жесткое давление со стороны Америки, оно ощутимо. И даже по речам Зеленского, его потужным речам, особенно когда он говорит, вот, мы должны там, прежде чем до чего-то договариваться, иметь гарантии безопасности, а потом возьми в Давосе и скажи, ну да, война закончится и будут гарантии безопасности, собственно, повторив американскую версию, как все должно выглядеть. Но по сути этих гарантий вырвали из контекста обсуждения в Сенате Рубио, в Конгрессе, что, мол, вообще речи не идет. Он как объяснял? Говорит, нас там не будет, мы типа будем прикрывать. Возможно, там в будущем что-то, какие-то небольшие контингенты Франции, Британии. Потом, когда появилось видео, было понятно, это он просто разжевывает и объясняет напор Зеленского, который перенаправлен в слуг народа Америки, да, и поэтому они, собственно, так и наезжают на Рубио, но это отрезали, вырезали, сказали, все, согласованы гарантии, все, согласовано, и европейские войска в каком-то количестве будут по итогам войны, вот уже все договорились. И как-то все развели То руками. есть те войска, которые будут выведены из Гренландии, 15 человек немцев, там 2 человека Великобритании, там, и так далее. Так. Вот. Смотрите, как это расценивать? Ведь явно кто-то наличие этих войск продвигает. Я не могу понять, зачем. Нет, на самом деле это концепция, которую продвигали европейцы. Европейские силы продвигали, европейские политики. Они говорили о том, что необходимо прийти и ввести эти контингенты на территорию Украины. Фактически поставить военные базы. Причем в предварительной договоренности говорилось не о базах, а о хабах. Военные хабы. Потому что базы у нас запрещены, иностранные базы запрещены Конституцией. Что касается этих государств, они хотели бы застолбить там свое присутствие. Почему? Они готовятся к войне с Россией. Они считают, что Украина, даже если прекратит сейчас боевые действия, необходимо, чтобы она была готова возобновить боевые действия в любой момент. Именно поэтому они настаивают на присутствии вооруженных контингентов Франции и Великобритании на территории Украины. Именно поэтому они настаивают на том, чтобы Украина сохраняла 800-тысячную армию, несмотря на подписанный мир и предоставленные гарантии. Подождите, вы говорите «они», то есть это не Зеленский, это Зеленский они. в данной ситуации не субъектен решать, хочет он этого или не хочет. Зеленский выступает в роли в данной ситуации того человека, который озвучивает данную концепцию. А авторами этой концепции являются его западные партнеры. Трамп категорически против этого. Трамп категорически против. Путин, естественно, еще более категорически против. Потому что какой смысл? Если мы говорим о том, что главная тема для Путина была не столько территориальное приобретение, сколько гарантии нейтралитета Украины, гарантии невступления Украины в НАТО и гарантии нерасширения НАТО на восток, то сейчас, если Украина не будет членом НАТО, но на ее территории будут базы НАТО, фактически базы государств-членов НАТО, то какая разница? Фактически, поэтому Россия точно на это не согласится. Трамп это понимает, и поэтому Трамп поддерживает в данной ситуации Россию, понимая, что подобного рода инициатива, она отдаляет мир, а не приближает мир.
Вы говорите о тех же людях, которые ой, назначили встречу с Тихановской. А Да. зачем эта встреча нужна Зеленскому? И, внимание, Сибига, среди прочего, среди этих рамок переговоров, мол, мы с американцами подпишем, потом с русскими американские подпишут, а мы, украинские, будем, в общем, на коне и выполнять не то, что они подпишут. За это пускай у них голова болит. Мы будем выполнять вот эти 20 пунктов, где вот эти 800 тысяч, ну и все прочее, да, Помните, я говорил уже о Совет том, что мира. именно такой вариант будет предложен именно Зеленским. Он будет отказываться от встречи, личной встречи с Путиным и подписания договора, потому что это будет означать капитуляцию для Украины. Вот. А мы еще где-то в сентябре, кажется, с вами говорили о том, или в августе, что формула подписания будет следующая: Украина, Соединенные Штаты, Россия, Соединенные Штаты. Вот. Но при этом договора не должны будут противоречить друг другу. Вот, это главный момент. А то, что предлагается сейчас Сибигой и Зеленским, оно будет противоречить тому, о чем договаривались в Анкоридже. Поэтому сейчас как бы заявления Сибиги, они как бы интересны, но в то же время они малореальны. Это стоит учесть. Ну и опять-таки срывается вот эта завеса таинственности, откуда вот эта прыть и вот эти крики «Давай, Трамп, все готово, подписываем, время, место, я прибуду, давай, вот ручка». Ну, это бравада всего-навсего, не более, это игра на публику. Нет, тут имеется в виду, Зеленский, чтобы с американскими быстрее подписать, да, а потом уже россияне да, но посмотрят, подписать, скажут, мы это да, но с подписывать не американцами будем. подписать фактически то, что подготовили европейцы. Да, Да, понимаете, и то, то что есть не это принято, подстава администрации Трампа. конечно, конечно. Подстава администрации Трампа. И это очень-очень важный момент, что мы же предлагали подписать, вот мы согласовали 20 пунктов, вот, извините, но изначально их было 28. 20 их сделали в ходе обсуждения не с Соединенными Штатами, а с европейскими партнерами. Вот в чем вопрос. И, соответственно, сейчас пытаются сыграть такую игру. А давайте мы подпишем с Соединенными Штатами вот то, о чем мы договорились с европейцами. Вот. Но это Трамп должен подписать. Вот это. Вот. А потом Трамп должен эту же концепцию, вот эту, именно этих 20 пунктов навязать Путину. Вот. Вот это как бы такая фактически мышеловка для Трампа. Но Трамп сам загнал европейцев в мышеловку. Своей игрой вокруг Гренландии вот, он попросту показал, что с европейцами он не собирается ни о чем договариваться. Что европейцев он не рассматривает как субъектную силу, как тех, кто могут на что-либо влиять. И видите, европейцев не приглашают за стол переговоров. После Давоса, после Гренландии не приглашают. Вот. Да, это вызвало большое разочарование Зеленского. Зеленский решил, что его подставили, но еще один момент. Вот вы, кстати, указали очень правильно на то, что почему вот эти вот танцы с Тихановской начинаются. Меняется концепция. Серьезно меняется концепция. Я обращу внимание на несколько фактов. Первый. После встречи Зеленского с Тихановской на «Европейской правде» появляется статья, в которой пишется о том, что прежняя администрация, вот Андрей Борисович Ермак, вот, не давал возможности развивать отношения с белорусской оппозицией. Он считал, что она абсолютно бесплодна, абсолютно с ней не стоит заигрывать, и он был противником встреч с Тихановской и переговоров с Тихановской. Вот. Это очень важно. Андрей Борисович Ермак был против. Вот. Кстати, насколько я критически отношусь к Андрею Борисовичу Ермаку, я скажу, что здесь я абсолютно с ним солидарен. То есть, вот. Что касается второго момента. Буквально 2 дня назад в Киеве прошла пресс-конференция или конференция, вот, в которой так называемый, я даже не воспроизведу, антиимперский союз народов, кажется, или как там это, ну, одним словом, организация, которая объединяет всех тех, вот, пытается объединить всех тех, кто борется кто выступает за распад России, И, то есть, там находят людей, которые выступают там от имени татар, башкир, якутов и так далее. И, соответственно, вот этих самозванцев объединяют
приглашают, с ними ведут какие-то разговоры, как с реальной силой. Возглавляет это Юрчишин, депутат. Вот, не чужд блоку Пинчука и Фиалы. Ну, тот, Вот, который депутат против Госдепа. Маши и Медведя Да, выступает. И запрета да. Телеграм. За запрет Телеграм. Именно. Так вот, и тоже он начал свое выступление на этой конференции со слов, что прежняя администрация не понимала того, что надо сейчас делать ставку на вот эти вот силы, которые приводят к развалу, к ослаблению России. Вот. А мы сейчас, и поменялась политическая ситуация, и мы сейчас по-новому будем выстраивать эту работу. Одним словом, очевидно, в офисе президента после Ермака, я не знаю, причастен ли к этому Буданов или не причастен, но появилась новая тенденция начинать более тесные отношения с теми, кто будет раскачивать ситуацию в России, Беларуси, в союзном государстве, в Российской Федерации изнутри. Вот. Делать ставку именно на эти силы. Вот. Так что я думаю, что это все звенья одной цепи, то, что я перечислил. Очень интересно, что приходит во время уже нашего эфира новости из выступления Рубио о том, что Кушнера Уиткофа не будет 1 февраля на встрече. Встреча будет двухсторонней. Опять-таки, это Рубио сказал. Мы посмотрим, как будет на самом деле, но это придает особый флер этой встрече. И, наверное, очень интересный меняет. момент. Мои американские коллеги, они рассказывают о том, я сразу скажу, что я не общаюсь там с людьми первого уровня и так далее. Я общаюсь ровно с теми людьми, которые являются там экспертами, лоббистами, там, отставными политиками и так далее. То есть в разных странах. То есть у меня с ними общение доверительное достаточно. И это не секретная информация, что Рубио, а также Госдеп выражают очень серьезное недовольство активностями Кушнера и Виткофа. Вот. Потому что, как говорят в Госдепе, вот когда мы обсуждали вопросы Ирана или вопросы Сирии, привлекали в первую очередь опытных дипломатов. По иранскому вопросу, по иранскому кейсу в свое время, в 2020 году, было задействовано более 150 профессиональных дипломатов. А сейчас Уиткоф и Кушнер вообще игнорируют Госдеп и решают все со своими немногочисленными советниками. У них есть там группы советников, и они в узком кругу что-то решают, а нас ставят перед фактом. Поэтому учитывайте еще и фактор определенной ревности, которая существует у Рубио по отношению к Уиткофу и Кушнеру. А я уже когда-то говорил о том, что это разные группы влияния в окружении Трампа. Но подождите, у меня тогда простой вопрос. Он достаточно, обывательский. Так и этот вопрос будут многие задавать. Смотрите, сейчас есть такие, причем реальные там источники каких-то реальных политиков, пресса об этом пишет, что условно есть задача у США побарахтаться в переговорном процессе до 15 мая, а с 15 мая из-за политических своих электоральных циклов, и, в общем, все, так сказать, и выйти, если ничего не получится, из игры. А тут мы видим, простите, двухстороннюю встречу в Абу-Даби, которая напрямую отбрасывает нас на полгода назад. Почему это же двухсторонний формат Стамбула-2. Да. Нормально сидели, общались. Там Сибига не просто так вчера выходил, говорит, они поменяли переговорщиков. Так погодите, в формате Стамбула было заявлено, последняя встреча, что да, переговорный уровень повышаем, делимся на группы, гуманитарную, политическую, военную, и, собственно, работаем, вырабатываем, нарабатываем. Что может этот двухсторонний контакт решить, чего не решил Стамбул? Я уже говорил в самом начале, что в Абу-Даби при посредничестве Соединенных Штатов подняли большое количество вопросов. По этим вопросам
украинская сторона сказала, что по большинству этих вопросов у нас нет компетенции, нет мандата на обсуждение этих вопросов. Нам необходимо обсудить с президентом, он же верховный главнокомандующий. Вот, соответственно, мы берем паузу на неделю. Вот они уехали. Понятное дело, что вопросы, вот, они фактически зависли в воздухе и теперь продолжат обсуждение. Тем более, что нынешний, вот уже прошедшая встреча в Абу-Даби показала, что украинская и российская стороны могут общаться без посредника. Значит, очень интересный момент, и я бы хотел на нем заострить наше с вами внимание. Так а что по Донбассу? Ведь мы, опять, все очень косвенно. Мы видели, как они там кушали вместе, общались тет-а-тет, общались, какие хорошие переговоры. Однако, давайте так. Ключевой вопрос, и Рубио сегодня тоже своим этим слугам американского народа об этом говорил, что вопрос Донбасса, ну то есть территорий вопрос, он останется ключевым. Можем ли мы предполагать, что, ну, судя по составу, этот вопрос уже решен? Ну вот он уже решен. И вот как раз-таки на двусторонней встрече вывод ВСУ из Донбасса, ну, станет реальностью. А что, его все уже обсосали с разных сторон. Вот я поэтому и говорю, что вот эта формула, которую предлагает Украина, что передать это под мандат Трампа фактически, а дальше пусть Трамп делает все, что хочет с этой территории, передает Путину и так далее, это уже другой вопрос. Вот это как бы для Украины это определенная схема, которая бы позволила Зеленскому построить пиар-компанию, при которой он бы доказывал бы всем, что он не сдал интересы Украины и что он не капитулировал. Ищет фактически формулу, которая бы позволила бы избежать капитуляции. Так а почему не едет Витков на следующую встречу тогда? Зачем? То есть дедлайн Все вопросы подняты. Модерация от Трампа, пошла. да, дедлайн Дальше от Трампа встретитесь получен. и поговорите между собой. Угу. Да. То есть фактически мы... Хорошо, а если Зеленский не отведет войска? Ну, значит, будет дальше сейчас попытка увещевания Зеленского. Я думаю, что будет достаточно жесткая попытка. Я думаю, что он почувствует на себе вот свою строптивость. И в этой ситуации как раз я думаю, что дата 15 мая – это окончательная дата, которая нарисована американцами. Мол, после этого мы умываем руки. Но вы не получаете ни единой копейки от Соединенных Штатов. Вы не получаете ни единой ракеты для Патриота. Патриот превращается в груду металлолома у вас. Вы получаете счет, который вы вынуждены будете оплатить за наши услуги. Вы прекращаете получать разведданные. Там некоторые вот мои собеседники киевские там говорили о том, что еще перед Новым годом, да ради бога, да пусть американцы уходят, у французов тоже есть военная разведка, космическая разведка, тоже есть космическая разведка, разведданные они будут нам поставлять, французы. Вот я специально поинтересовался, я не специалист в этом деле, но я специально поинтересовался, мне объяснили популярно на пальцах, что французы не могут обеспечить в том объеме, в котором обеспечивали американцы. Мне очень долго рассказывали, что там динамическая картинка, там статическая картинка, там большое опоздание там, и так далее. Там многие объекты, которые невидимы для французов. Ну, то есть, мне долго рассказывали, я повторяюсь, я не специалист в этом. Но мне популярно объяснили, что французы не могут заместить собой американцев. Вот, поэтому в этой ситуации Зеленский чудесно понимает, чем это может обернуться. Чудесно понимает. Но в то же время он, как лягушка в пасть к ужу, лезет именно в вот эту Понимаете, Константин Петрович, ну тут вопрос какой? А ведь это не публично сделать не получится. Ну, я имею в виду отвод войск. Да? Причем самое интересное, что вчера же разошлась информация, все как бы поразились. Тут все радуются, украинские паблики, тому, что
Купянск почти наш, ну там каких-то окружили несколько групп, да, ну имеется в виду российских штурмовиков, а вот смотрите, мол, Путин, выкуси Купянск. Выходит Герасимов, говорит, Купянск узловой наш. И понятно, что это не бьется ни одна, ни другая сторона, ну вот по На самом сообщениям с деле, мест. да. Получается, внимание, это очень важная мысль, получается, что переговоры в Абу-Даби прошли, дальше Витков и Куш рассказали, все, они договорились, дальше обставляйте как хотите между собой. И ушились, и сидят и ждут. То есть следующая это будет встреча, или потребуется плюс одна встреча. Да, то есть они ждут конкретный результат. А там, вот почему это говорится? Потому что нужно громко заявить России, например, что она взяла Купянск узловой, Украине, что она взяла Купянск, а потом же надо будет отводить войска. И, условно, российская армия станет по границам Донецкой области, ну, а ВСУ уйдет тоже за эти границы, и как бы все. Ну, Публично, так имеется в виду, что как не публично это не получится. Будут не репортажи, публично не получится. картинки. Нет, поэтому я и говорю о том, что Зеленский пытается сыграть в какую-то такую игру, вот, что мы передаем вот эти территорию передаем там какому-то международному контингенту, во главе, так, который имеет мандат от Совета мира, условно. Вот передаем территорию там Краматорск, Славянск, там, Дружков, Константиновку, то есть передаем, значит, под этот мандат. Вот. А потом вдруг, ух ты, вот какие сволочи, они взяли и отдали все это русским. Вот такая будет игра. Да, игра так себе, конечно, но это все происходит на фоне морозов, Константин Да. Петрович. Тяжелейшая ситуация в энергетике. Сегодня Кличко говорит 600 там с чем-то томов, без тепла. Всю неделю вот эти пункты обогрева, палатки. Одни призывают рыть ямы в Киеве. Другие говорят, что, в общем, ничего не изменится, как бы ничего не будет. В общем, это надолго. Сроки восстановления, ну, они оттягиваются из-за новых ударов и морозов, потому что, когда потеплеет, все вообще разорвет. Даже сегодня написали, там же Международный день памяти жертв Холокоста, и вот нашли жертву Холокоста, одинокую бабушку, которая умерла. Холокост пережила, умерла. Причем нашли ее, потому что прорвала воду в доме, надо было все квартиры вскрывать, и вот ее нашли. Где-то в середине января отдала Богу душу, понимаете? И это вот только один пример. А таких примеров наверняка может быть больше, потому что по составу людей, оставшихся в этих холодных как скотомогильниках многоэтажек, ну, это в основном, конечно, люди-пенсионеры, это там, женщины, это какие-то старики, это какие-то, ну, в общем, те, у которых нет возможности сесть и уехать куда-то, да, как Кличко рекомендовал. Вот Да. эти люди как раз и будут ходить в эти нужники, в дырку в земле. Как вы оцениваете, этот фактор вообще как-то повлиял на переговорные позиции? То, что сейчас Нет. происходит? В том-то и дело, что не повлиял, к сожалению. Опять же, российская сторона была уверена, что уничтожение украинской энергетики приведет к бунту в Украине, приведет к тому, что народ там потребует от Зеленского остановить войну. А Зеленский, я неоднократно говорил о том, что Зеленский не ориентируется на собственный народ. Зеленского интересы собственного народа, его беды, его несчастья его абсолютно не волнуют. Его волнует именно то, что о нем думают в европейских столицах. Понимаете, это, конечно, понятно, но с другой стороны, когда там помощница Умерова по энергетическим вопросам говорит, готовьтесь, ваши дети, внуки и правнуки должны быть готовы к тому, чтобы ходить... Да, потому что это концепция перманентной войны, постоянной войны, это концепция, которая говорит о том, что мы должны воевать с Россией вечно,
что вечная война с Россией – это наш удел, что это наше призвание, это наша национальная идея. Вот эта партия войны, она сегодня имеет доступ ко всем средствам массовой информации. Именно эта партия войны сейчас заявляет о том, что чем больше мы убьем сейчас русских, тем меньше убивать останется нашим детям и правнукам, внукам и правнукам. Это вот эти Вот. 50 тысяч отсюда, да? Именно эта партия войны выставляет как раз план каждый день не менее 50 тысяч убитых русских. Вот тут мы говорим о мире или мы говорим о том, что мы должны убивать каждый день 50 тысяч. Вот, именно эта партия говорит, что мы должны готовиться к блэкаутам, которые будут переживать и наши дети, и наши внуки. Вот, то есть это вечная война, которая должна быть. То есть эта партия на сегодняшний день имеет доступ ко всем средствам массовой информации, к определенным рычагам влияния, она возглавляет определенные институты власти, эта партия. А вот я считаю, что именно Служба безопасности Украины, если бы она была действительно ориентирована на национальные интересы, должна была бы прийти в первую очередь к этим людям, а не к тем, кто выступает сегодня за мир. Ну, мы знаем, к кому она приходит, эта служба Конечно. этой безопасности. Очень интересный момент. И ввиду этого мы так немножко проскочили. Я хотел бы заострить ваше внимание на Беларуси. Так а какой план по Беларуси у Зеленского? Вот А у него смотрите. нет сейчас плана. Плана сейчас нет. Такое Но я ощущение, что думаю, он прям знает, о чем говорит. нет, у него есть договоренности с его, как я уже говорил, в кавычках, партнерами, которые говорят о том, что надо шатать режим в Беларуси. Вот. Расшатываем режим в Беларуси, потому что через Беларусь будем сейчас ослаблять Россию. Тем более, что уже давным-давно, начиная с 2023 года точно, вот, НАТО проводило очень серьезный анализ возможностей белорусских войск, как долго Белоруссия может сопротивляться при условиях боевых действий, успеют ли российские войска, первая гвардейская танковая армия прийти на помощь, через сколько она придет, сколько потребуется времени, каковы тактико-технические характеристики там, полонезов и прочих там, определенных видов вооружения, которые есть у Беларуси. Одним словом, это все рассматривалось очень достаточно серьезно. Вот. И понятное дело, что не просто из праздного любопытства. Россия тоже, в свою очередь, говорила о том, что любая агрессия относительно Беларуси будет восприниматься как агрессия против России. Это второй момент. Третий момент. Не случайно Зеленский в своем докладе в Давосе говорил о том, что необходимо, значит, решить вопрос Лукашенко, решить вопрос Беларуси. И критиковал Европу за непоследовательность и нерешительность на этом направлении. И что еще можно сказать, что, опять же, информация, которую я слышал я ее уже озвучил в нашей программе, я слышал ее не далее, как летом прошлого года от своих европейских коллег, что опять же рассматривается несколько вариантов начала войны между Европой и Россией. Одна из них – это активизация действий в Балтийском море, попытки там выбросить Россию или закрыть для России Балтику. Что мы, кстати, сейчас наблюдаем. 14 стран подписали. 14 стран, которые подписали соглашение против теневого якобы флота, но под это определение подпадают фактически любые корабли России, поскольку там речь идет о страховых полисах. Вот, если отсутствует страховой полис, значит корабль считается незаконным, незаконное его нахождение в водах Балтики. Это такой момент. То есть Балтика. Второй момент – это Белоруссия. Вот, активизация действий в Беларуси. Третий момент – это Кавказ. Вот, это три точки, которые рассматривались как возможные центры, с которых начнется активное противостояние между Европой и Россией. И тут, извините, у меня сегодня такая роль, так получилось. Да. И тут опять завеса таинственности спала насчет постоянного муссирования имени Кадырова
ГУР, Ну, украинскими медиа, да, сына Кадырова, Кадырова, прям вот, Кадыров, да, 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 Кадыров, да, что Кадыров. постоянно тоже попытки каким-то образом стимулировать ситуацию на Кавказе. Я не знаю, кто вообще продвигает вот эти фейковую информацию, как она появляется, эта фейковая информация, как она звучит чуть ли не из официальных рупоров Банковой, вот, про то, что Кадыров при смерти, о том, что там при смерти его сын там, попал в аварию и так далее, и так далее. То есть все это, кем это инспирируется. Но у нас, знаете, иногда очень падки на какие-то сенсационные новости. То у нас уже Путин лежит 3 года в холодильнике на Валдае, то у нас Патрушева арестовывают и еще там кучу людей, то у нас Кадыров умирает. Кстати, на протяжении этой войны уже 3-й раз умирает. Там чуть не утонул, почки отказали, да, 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 да. это мы видим. Хорошо, тогда давайте добавим немножко и вот чуть-чуть перейдем в геополитику, потому что там очень интересные вещи, и это вот то, что происходит, взаимосвязано 100%. Начнем с царицы морей Британии. Значит, ну, на сайте офиса президента появляется новость. Ну, казалось бы, обычная, протокольная, никому не интересная новость. Зам руководителя офиса президента Игорь Брусила, есть такой, Есть такое. провел встречу с политическим директором форин-офиса Великой Британии Эдвардом Левелином. Ну, казалось бы, новость и новость, да? Да. Ну, как бы, ну, провел, ну, встречу, ну, с директором, ну, какой-то там форин-офис, форин типа иностранный Да. офис, ничего такого. Но тут очень интересно выглядит другое. Потому что Эдвард Левелин, он является гендиректором по политическим вопросам и политическим директором Министерства иностранных дел по делам Содружества Великобритании. 2 сентября 2020 года его создали с Министерства иностранных дел по делам Содружества и международного развития. Короче, такой смесь Дмитриева, ну Да. вот такой товарищ. Ну как, ну Дмитриева там просто Россотрудничество, типа, вот это бизнес. Фонд это Россотрудничество, это Примаков. Извините, ну имеется фонд, да, вот этот фонд Да. иностранных инвестиций, да, вот этот вот. В общем, смотрите, это смесь МИДа и вот, короче, если проще говоря, это, ну, Министерство по делам колоний. Да. Это, ну, Ну, написали не столько вообще колоний, ерунду. да, сколько да, подмандатных территорий. То есть, Так нет, так дело в том, что мы с вами говорили неоднократно, что влияние Великобритании на украинскую политику, оно является решающим. И оно решающим остается. И перед Трампом исполняются ритуальные танцы, но инструкции, получаются, Зеленским и его офисом, получаются из Великобритании. Буданов человек не пробританский, он проамериканский. Именно поэтому его ограничили в возможностях, связали по рукам и ногам, он не может назначить ни одного зама, он не может назначить свою секретаршу, не может назначить, там, он не влияет на информационную политику и даже не может занять кабинет Ермака, а сидит в кабинете Шефира. он в Шефире кабинете сидит? Да. А почему Да. кабинет Ермака не может занять? Ждет хозяина, наверное, не знаю. Но сам факт остается прежним, что Зеленский и его офис, вот, без отдельно взятого Буданова, ориентированы на Великобританию. Мгм. Так вот, Великобритания. Смотрите, я вижу такую геополитически за последние дни такую вот интересную игру. Трамп душит Европу. Ну, понятно. Гренландия, пошлины, они же тарифы и так далее. Ну и вообще. Значит, один вот этот эпизод, когда сегодня Илон Маск ответил Сикорскому, тот решил поумничать и говорит, а что это вы тут не отключаете русским Старлинки?
они же в последнее время цепляют Старлинки на дроны, и эти дроны управляемые, как в компьютерной игре. То есть вот как нам показывают вот этих мальчиков и девочек, что вот смотрите, они вдалеке сидят, чуть ли не у себя дома, под кофе и сигаретку, уничтожают русских, вот это все так, вот так надо, вот так воюется. Ничего, сейчас вот шахет тоже как на компьютерной игре через Starlink замечательно работает. И понимаете, то есть это все еще убойнее становится. Не просто там какой-то дрончик маленький что-то сбросил, а становится еще более вот шахет там 50 до 90 килограмм взрывчатку. Это последние модели могут носить. Так вот, значит, вот это, такой характер приобретает война, да, пока вот это все происходит. Стармер отправляется в Китай на 5 дней. Урсула до этого съездила в Индию, привезла договор. Говорят, хороший. Но экономисты там читают, говорят, ну, договор как договор, но, в принципе, сам факт, да, это в укор Трампу, и это противодействие пошлинам, это железно. По группам товара там непонятно, и ну, в общем, есть вопросы по этому договору Европы и Индии, но, тем не менее, все сошлись во мнении, что это укрепление. И вот тут возникает очень интересный момент. А не может ли по возвращению Стармер из Китая сделать, ну, может так оказаться, что Британия изменит свою концепцию и подходы к войне в Украине? Все может быть. Но дело в том, что мы в данной ситуации являемся заложниками тех ветров, которые будут веять в Великобритании, в Лондоне. Вот. То есть, если завтра они вдруг решат, что нам выгоднее там действовать по-другому, то, соответственно, и Украину поставят перед фактом, что концепция меняется. Понимаете, в чем дело? Британия и Китай – это очень интересная история, потому что до этого была же Канада. Ну, как бы Канада подмандатная, ну, подкоронная территория. И так все было у них радужно, чуть ли, говорит, на безвиз выходим, Трамп злится, говорит, вот, Китай оккупирует Канаду, а я ж вам говорил, лучше бы я ее себе забрал. Но потом Карни вышел, говорит, да вот, да нет, это все там преувеличение, ничего такого нет. Короче, дал заднюю немножко в отношении Китая. Странно это смотрелось, а вот сейчас Стармер летит в Пекин. Как вы думаете, на фоне и параллельно же, тут все непросто, да, тут еще обострение между Европой и Британией по поводу как раз-таки войны в Украине, чье оружие будет лететь по россиянам и чем будет отбиваться ВСУ. Получается, Европа с Индией, Британия с Китаем, а Трамп с кем? С Россией, получается? Да? Да. Но дело в том, что я бы не преувеличивал серьезность альянсов Британии с Китаем, Европы с Индией и так далее. Вот. Это необходимо понимать, что это ситуативные союзы, даже не союзы, ситуативные договоренности вот, по конкретным направлениям, которые не противоречат тем установкам и тем геополитическим интересам, которые существуют у Китая и у Индии. Вот. Необходимо принять во внимание, что существует такое понятие, как восточная дипломатия, вот, как восточные традиции дипломатии, когда улыбаются, когда жмут руку, вот, но остаются себе на уме. И каждый раз, когда говорят, что вот там вот Трамп встретился, например, с президентами центральноазиатских государств, с президентами Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и так далее. Говорят, вот, наверное, кто-то сейчас повернется. Так, перед этим они встречались с Макроном, перед этим они встречались еще раньше с Байденом, встречались и так далее, тоже мило улыбались и оставались при своих интересах. И интересы Запада там присутствуют, но присутствуют только как уже на третьем плане. На первом интересы Китая и России, Центральной Азии. Та же ситуация с Индией. Вот, Моди очень активно дружил с Макроном, очень активно. Он летал к Путину, летал при этом к Трампу. Кстати, к Макрону он летал рекордное количество раз во Францию и встречался с ним. И Макрон прилетал в Индию.
Но они подписывали в 2017 году даже договор, что там Франция и Индия будут контролировать бассейн Индийского океана. Вот. Где реальные плоды этого договора? Вот. Так что я думаю, что Стармера в Китае примут красиво. Ну, Он, уже приняли, да, красиво. да, в том-то и дело, примут красиво, нальют ему чаю, угостят уткой по-пекински. Вот, все будет хорошо, там, ему там покажут там, запретный город и все прочее, там, подпишут что-то или там согласятся с чем-то, вот, выступят на совместной пресс-конференции. Си Цзиньпин скажет несколько красивых фраз, очень таких, которые, фразы на цитирование, что называется. Вот, и все. И после этого забудут. Мгм. Ну, забудут, как бы, у Си Цзиньпина ж переворот был недавно, Константин Петрович. Я знаю. Как тут такое Вы забудешь? знаете, у нас любая военная активность или же любые попытки там кадровых чисток в Китае сразу же выдают за военный переворот. Что все, произошел военный переворот или не произошел, предотвратили военный переворот. Никто не знает на самом деле, что там произошло. Вот. Китаисты, вот я нескольких китаистов вот читаю, которые, они расходятся в своих мнениях, и нам очень бы, наверное, хотелось там для экшена, чтобы вот было какое-то такое, чтобы обсудить что-то, что было и так ярко, и вот говорить о том, что там готовился военный переворот, или там даже похищение Си Цзиньпина, я не знаю, чтобы вывести его в Соединенные Штаты, я не знаю, что там готовилось. Этого не знает никто, кроме Си Цзиньпина, наверное, и близких к ему людей. Но что-то произошло. Что произошло? Там, смещение одного из членов Политбюро, да, замены в армейском руководстве, была техника на улицах, но был ли это военный переворот, никто не знает. Ну, попытка военного переворота. Просто, Если путч закончится удачей, значит назовут его иначе. да, просто понимаете, в чем дело? Тут же вопрос, а кто за этим стоит? Американцы или британцы? А Вы опять же, понимаете, что после кражи Мадуро, да. ой, сейчас это все, конечно, зря они вот это вот так. Да, теперь любой там чих какого-нибудь диктатора или диктаторишка сразу скажет, что о, это американцы, ЦРУ за этим стоит. Ну, как мы видим, национальная освободительная армия Китая вот, работает в штатном режиме. Нет никаких там бунтов, нету никакого противостояния, никакой гражданской войны, ничего нету. Авторитет Си Цзиньпина в войсках достаточно высок. Вот, и говорить о том, что там готовилась какая-то или имело место какой-то переворот, ну, я думаю, что это исключительно догадки, не более. Зачем России заканчивать войну? Если мы идем по вот этим дедлайнам, которых, ну, или примерно, да, располагаем в прессе, вот какие вопросы можно решить? Ну, гипотетически, предположим, да, скажет Зеленский, я отдал эту территорию Донецкой области Трампу и Совету мира, а в Совете мира он же не участвует, там Беларусь и Россия. Вот как бы и все, понимаете? Ну, это пока не участвует. Вдруг он передумает. Тем более я уже говорил о том, что у него есть даже определенные предложения к Совету мира. Вот. Что касается России, зачем заканчивать? Мгм. На самом деле, смотрите, дело в том, что война становится все более и более затяжной. Она становится все менее популярной. Социологи, я смотрю социологические исследования, которые в России проводят, они показывают, что стабильно поддерживают там, около 20%, сейчас даже меньше, чем 20% поддерживают продолжение боевых действий. Вот. Идея, что необходимо переходить все-таки к миру, она доминирует в российском обществе. Вот. Более того, у российского руководства существует понимание того, что оттягиваться на, скажем, отвлекаться на второстепенные задачи, каковой является Украина. То есть Украина стала второстепенной задачей. Она изначально была второстепенной. Я постоянно говорю на протяжении всей войны, что не Украина была целью. Не Украина. Украина – это только фактически повод, фактически показать Западу,
показать Западу, что Россия не будет молчать в той ситуации, которая сложилась, что Россия не блефует, когда говорит, что она готова к активным действиям, и что и Украина должна была стать именно тем полигоном, на котором Европе и НАТО в первую очередь будет показано, что Россия готова к конкретным реальным действиям, чтобы предотвратить распространение НАТО, продвижение НАТО на восток. Это было главной идеей этой войны, а не захват Украины полностью, там, или расчленение Украины, или там, воссоздание СССР. То есть все то, что у нас пропаганда подавала. Мгм. Сейчас сложилась ситуация, при которой вопрос НАТО, вопрос расширения НАТО и вообще будущего НАТО можно решать не военным путем, а путем переговоров с тем же Трампом. Вот. Позиция Соединенных Штатов, выход Трампа из НАТО, например, вот, будет означать распад НАТО и конец НАТО. Ну, Рютте не даст распаться НАТО. Рютте имеет влияние на Трампа? Не-не, он очень серьезно как бы под Трампом и говорит, так, европейцы, а ну по лавкам, какие-то, хватит мечтать, что вы сможете без Америки в НАТО. В том-то и НАТО не дело. сможет без Америки, сидеть всем. А Америка говорит так, что увеличиваете военные бюджеты, увеличиваете расходы на НАТО, тогда НАТО будет иметь смысл. А мы платить за вас не будем. А почему никто не сравнивал сумму, на которую надо увеличить военные расходы на НАТО и помощь Украины? Нет, так на самом деле, я думаю, что есть такие подсчеты, я просто их не видел, но я думаю, что они есть. Ну, то есть, смотрите, эти же 90 миллиардов, это как правильно так, да? Ну, фактически это налог на Зеленского. Помните, называли Да, эти да, да. выплаты, что каждый европеец должен там что-то заплатить, налог на войну в Украине. А так это будет как бы в НАТО. В НАТО нормально, а в Украине уже тут вопрос спорный для условного европейца. Да, но НАТО не хочет именно... В НАТО нет консенсуса по поводу определенных действий. Вот. В НАТО все вопросы принимаются консенсусом. То есть все государства-члены НАТО должны как один решать вопрос относительно финансирования, поставок оружия и прочих моментов. Вот. То есть необходимо, чтобы было согласие в этом отношении. А с другой Так стороны, проще. а с другой Так проще стороны, стало, ты же НАТО не придешь и не скажешь «верни мне». конечно. А Украине придешь и скажешь. Да. НАТО не обладает какими-то остатками, чего там не распродали еще, всяких там лесов, Нет, я думаю, полей, что Украине удобрений. обязательно выставят этот счет. Обязательно. Потому что бесплатной помощи не бывает. Серьезно, если АДГ придет к власти, то выставят счет за северные потоки и за ту оказанную помощь, Ну, что мы Германия понимаем, оказала что на самом Украине. деле пока что это элемент предвыборных, ну, до выборов еще далековато, но предвыборных заявлений. Необходимо укрепить свою позицию тем же АДГ. Хотя они действительно укрепляют, они совершили серьезный прорыв. Они сегодня одна из самых влиятельных партий в Германии. И понятное дело, что есть большое количество популистских заявлений. Другое дело, что если завтра альтернатива для Германии приходит к власти, она частично пересмотрит все свои заявления. Частично пересмотрит заявления, но основная направленность, основной дух партии будет соблюден при выработке политики Федеративной Республики Германия. Ну, понятно, что украинским беженцам легче не станет. Конечно. И Нет, позиция европейских государств следующая. До 27 года есть возможность у украинских беженцев, которые находятся на территории европейских государств, в том числе Германии, вот, трудоустроиться. Трудоустроенным обещают, пока что так предварительно, обещают тем, кто трудоустроились, у которых есть свой бизнес, которые не сидят на шее у государства. Им обещают, что они смогут получить вид на жительство на 3 года, вот, в среднем. А потом, соответственно, те, кто не трудоустроились, их попросят уехать. по поводу вида на жительство есть один правовед, эксперт тоже, Денис Ярославский, он выдал очень интересную идею, это или как инсайт тоже, что в Генштабе сейчас разрабатывается очень интересное решение.
Те, кто имеет вид на жительство Украины и находится в Украине, вполне себе может быть призван. Резерв Да. 100 тысяч человек. Ну да, вы знаете, это нарушение всех вообще международных договоров, конвенций и так далее. Вот. Но нам же закон не писан, вы знаете. Мы же готовы к любым действиям. Ситуация с мобилизацией, конечно, очень и очень тяжелая, Константин Петрович. В каком плане тяжелая? В плане того, что происходит на улицах, и в плане той риторики, которая сейчас развивается. Человека спокойно могут украсть по заказу, помобилизовать, отвезти и, так сказать, присануть, и, в общем, снять с него пенку, имеется в виду денег поиметь, и прочее, и прочее. Однако в армию доходят, ну, доходяги, извините за тавтологию, именно до этих пунктов. Кажется, что система уже начинает изживать себя, вот эта система мобилизации. А, простите, Федоров не мычит, не телится. Почему? Ну как? Федоров вообще готовит реформу ТЦК. Он готовится к тому, что ТЦК просто переименуют, там, как-то по-другому будут его называть и скажут, что все, ТЦК ушло в прошлое. Теперь вас будут ловить на улицах какая-нибудь другая аббревиатура. В верхах, во власти считают, что это очень эффективно. Вот каждый месяц необходимо минимум 30 тысяч человек отправить на фронт. Минимум 30 тысяч человек. И, соответственно, ТЦК справляются со своей миссией. Мы видим только вершину айсберга, мы видим только вот тот беззаконие, которое попадает на телефон, кто-то снимает. Значит. Вот. А сколько есть таких случаев, когда все это тихо, беззвучно происходит, особенно в селах, особенно в небольших населенных пунктах, особенно в селах, кстати, уже практически выгребли мужское население. Практически выгребли мужское население в селах. И сейчас малые и средние города, там оттуда не так часто поступает информация, не так часто это видят на улицах. Чаще всего мы видим информацию, которую нам предоставляют люди, случайные прохожие, которые снимали эти акты беззакония в крупных городах, областных центрах, столицах. Просто у нас, понимаете, становится все так как-то, правда, как в 17 век. Ходим в яму, приходят людоловы, хватают, забревают, отправляют Это не только 17, 18 век. в Михаил рекруты. Васильевич Ломоносов, когда отправился в Европу учиться, вот, так его же тоже забрили, если не ошибаюсь, в прусскую армию. Там, значит, вот просто схватили вот так по беспределу. И видят, рослый человек, 1,90 м с лишним. Так что как раз чудесная, чудесная фактура для армии. Вот его взяли и отправили в армию. Слава богу, что удалось Просто оттуда. понимаете, в чем дело? Непонятно, за что сейчас идет война. А, Ну вот, я имею в виду исключительно с точки зрения человека, который попался. Да. Орбан выходит, говорит, мы вот помогаем всей Европе, а они разворовывают. Прям так и говорит, открыто уже, четко. Все, они воруют. Ну Ну, так, у Орбана другая история. Во-первых, у Орбана есть личная неприязнь к Зеленскому, точно так же, как у Зеленского к Орбану. Это первое. А второе, у Орбана на носу выборы. В апреле будут парламентские выборы, от которых очень многое зависит для Орбана и его политической партии Фидesz. Вот. И в средствах массовой информации в Венгрии активно сравнивают главного оппонента Орбана Петра Мадера, сравнивают с Зеленским. Вот. Ну, тоже человек ниоткуда, выскочка, там, скажем, без опыта, тусовщик и прочее. Но сейчас социологи говорят, что у Мадера больше сторонников, выше рейтинг, чем у Орбана. И Орбану необходимо всячески показать, что вот, посмотрите на Зеленского, вы хотите, чтобы та же ситуация была и в Венгрии. Вот, так что этот фактор тоже стоит учитывать. Вот, тем более, что венгерские спецслужбы считают, что Украина серьезно влияет на избирательные процессы, поддерживая Мадера и, более того, предоставляя ему консультативные услуги.
Так что в этом отношении как раз можно понять, если Украина работает против Орбана, Орбан будет всеми силами создавать определенные неприятности Украине. Почему так получается, что выбираются какие-то абсолютно нетолковые люди в последнее время, которые не отвечают лично за то, что они делают, за те решения, которые принимают, которые, ну, с которых спроса нет. Ведь я опять переметнусь, вы поймете почему. Сейчас вот приходит информация от Киевской администрации. Говорят, значит так, не разгоняйте панику. Вот эта пережившая Холокост, она не замерзла. Вскрытие показало, что это ишемическая болезнь сердца. Вот. Понимаете? То есть, ну, трагедия жуткая на самом деле. Ну, в общем, ну, они говорят, нет, опровержение, она не замерзла. Так вскрыли квартиру, она, ну, а что, и кто-то помог, она там сколько лежала в холодной квартире, понимаете, без тепла. И вот Ну, сейчас, и сейчас на самом просто... деле вопрос коммуникации – это еще тот вопрос, который… Когда я смотрю на то, кто занимается коммуникациями в украинской власти, у меня иногда меня берет оторопь, что называется. Вот, абсолютно случайные люди. Вот, ну, тут одна представительница, которая раньше занималась коммуникациями в кабинете министров, вот, она уже на прошлой неделе предлагала использовать вибраторы для обогрева. Она в свое время занималась коммуникациями. Вот, то есть, вот приблизительно такие же люди, они занимаются коммуникациями в других структурах. Ой, слушайте, нас унижают каждый день по этому поводу. То речите, то ямы вместо туалетов, то ваши дети, внуки, правнуки. Но я не о том. Почему выбираются вот такие люди? Нет спроса. Ситуация в Киеве показала, что нет спроса с власти. Никто ни за что не отвечает. Нам показывают восторженные журналисты, что можно зайти в палатку, погреться. Там есть для детей фломастеры, могут посидеть, порисовать, книжку почитать. Даже печенье дают. И обед могут привезти, и гречку, наггетс и салат. Представляете, как жителям Троещины хорошо. Правда, в эти минуты, пока мы с вами говорим, сейчас в прямом эфире передают, они выходят на протесты и перекрывают дорогу. Говорят, все, не вмоготу. Какие палатки, что вы, давайте что-то предпринимайте. В том-то и дело. Но на самом деле это действительно сложная ситуация, потому что действительно надо что-то предпринимать, с одной стороны. С другой стороны, некому фактически. Вот. Вы знаете, что, ну, извините, пожалуйста, а кто будет принимать решения? Кто будет, есть ли у нас специалисты во власти? У нас же власть понтовиков-затейников, а не специалистов. Вот. Сегодня один мой близкий приятель, он задал мне такой вопрос, риторический вопрос. Ты не в курсе, когда 95-й квартал превратился в правительственный квартал? Вот, сказал. Вот, понятное дело, что это риторический вопрос, но у нас вся страна превратилась именно, ну, вся управленческая структура, управленческая система превратилась в 95-й квартал. Вот. А кто будет отстраивать страну? Вот. Мой коллега Андрей Ермолаев как раз в одном из эфиров он спросил, извините, пожалуйста, кто будет строить, кто будет отстраивать, где те технократы, где те специалисты, где те профессионалы, которые будут отстраивать страну. Да тут не отстраивать, а спасать в нынешней ситуации. Нету этих специалистов. Ну, Есть люди, бангладешцы которые приедут, умеют, чего? которые знают, как выстраивать схемы, как выводить деньги, как государственные средства превращать в средства офшорных компаний. Таких людей есть достаточно у нас во власти. Вот. Ну, и как и в армии, да, есть те, которые зарабатывают Е-баллы, а есть те, которые, ну, Буквально на днях встречался с одним человеком из Киева. Вот. И заговорили мы про один очень известный элитный микрорайон Киева. Очень элитные стройки. Раньше там до войны там жили сливки общества, что называется. И он говорит, а сейчас фактически все дома заполнены, заполнены военными. Военные приезжают, не торгуясь, скупают
Вот военные, вот, ну, кому война, кому мать родна. Ебалы помогли. Наверняка. Да, значит, тут интересный такой момент. Есть такой эксперт. Ну, его там уличают, что он работает там с офисом или на офис. Не знаю. Когда-то, ну, мы с ним знакомы были до войны. Это Алексей Буряченко. Он говорит, что Зеленский не побоится лететь в Москву на встречу с Путиным. Эта встреча будет для Украины иметь только плюсы. Если эта встреча полностью переложит, а она переложит, эта встреча, ответственность перед Трампом на Путина. Что Путин во всем был виноват. Ну, пусть летит. Пусть летит. Ну, это нереально, конечно, вы думаете, да? Да. Только главное, чтобы не собирался сажать самолет в Смоленске. Это да. А там же, знаете, всякое бывает. Вдруг летел, граната взорвалась внутри самолета. Ну, это такое, нет, дай ему Бог, конечно. Вот. Никому не желаем каких-то таких вещей, но я уже говорил, что когда я писал пост к его дню рождения, я говорил о том, что дай Бог ему долгих лет жизни, потому что он еще должен предстать перед судом. Мгм. Так, друзья, значит, итоги опроса. На месте Зеленского поехали бы договариваться в Москву? Однозначно да, еще вчера. Этот вариант побеждает, конечно. 2% только да, но чуть позже, еще не время. 9% только вместе с Трампом, Макроном. И 22% нет, не для того песня вся писалась, там заготовка другая. Но люди пишут, что да, если бы были на месте Зеленского, обязательно бы сели, поехали в Москву, отведали посекунчиков, если б встретили. А я думаю, что встретили бы, чего нет. Накормили бы, напоили. Не хуже, чем в Абу-Даби. Ну да, так что это да, тем более, что там, вы знаете, как-то кухня в Москве мне больше нравится, чем арабская, ближневосточная. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете, задаете. Режим Блиц, вопросов достаточно много, но мы, как всегда, уделим этому внимание. Всех приглашаю подписаться на Костя Бондаренко на YouTube и в Телеграм-канале, для того, чтобы, ну вот, не пропустить рубрику. Периодически она выходит, и, в общем, следите за анонсами. Вот эта же рубрика, да, как у нас по средам, но в ограниченном формате, а там вот прям такие форматы у Константина Петровича, плюс еще отдельно следите за Костем Бондаренко. Лайк не забудьте поставить нашему сегодняшнему эфиру. Клуб зрителей. Начнем отсюда. Александра, спасибо вам за Костю и стабильные эфиры. Вопрос к Костю. Трамп так или иначе старается идти по списку своих предвыборных лозунгов. Одним из пунктов программы значилось проведение аудита Украине и разбора, куда делись 360 миллиардов. Почему не проводится этот аудит? Почему он не инициирует проведение этого аудита больше? Ведь язык математики мог бы самым эффективным для усмирения коалиции желающих и для самого Зеленского в первую очередь, и для Трампа показать, куда, мол, денежки американских налогоплательщиков пошли. Насколько мне известно, в конце ноября прибыла достаточно большая группа людей, которые как раз занимаются аудитом. Это длительный процесс, понятное дело, что он не проводится за один день и так далее, тем более там потом праздники и прочие моменты, но аудит уже идет. Вопрос Константину Бондаренко. Если мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано при посредничестве США, а Европу фактически вытеснят за скобки, станет ли это для европейских элит стратегическим поражением с уходом с политической арены, или наоборот, они укрепятся и попытаются реваншироваться с заходом на второй круг войны? Стармер, Макрон, Мерц и прочие все понимают, что на самом деле не Украина единой сегодня определяется политическое бытие, но есть еще один момент. Все они находятся в конфронтации в той или иной степени с нынешней командой Трампа. И они чудесно понимают, что сегодня люди из Соединенных Штатов, американские деньги, деньги не только окружения Трампа, но и деньги, там, например, того же Илона Маска, работают против них активно. Все эти партии реформ Великобритании, альтернатива для Германии в Федеративной Республике Германия и так далее, они сегодня спонсируются и достаточно активно со стороны Соединенных Штатов.
Мгм. Вот. И каждый из них понимает, что завтра может быть спровоцирован, в любой из этих стран может спровоцирован парламентский или правительственный кризис, вот, досрочные выборы и, соответственно, приход к власти так называемых не мейнстримных или несистемных партий. Вот, то есть во многом они сегодня очень, очень серьезно переживают за свою шкуру, будем так говорить, за свое политическое будущее. И консолидация вокруг вопроса Украины – это повод для того, чтобы каким-то образом действовать по принципу «возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Кристина, добрый вечер, дамы и господа, Александр, уважаемый гость, Константин Петрович, я именно вас ждала, чтобы написать. Я тюркоязычная гречанка, родилась в Грузии, выросла в Германии и живу давно в Греции. Помню, как подростком сидела при керосиновой лампе, а ужин у нас был жареный лук и кусок черствого хлеба. Я понимала, почему вся Грузия дошла до такого, до этого, и никогда не задавала вопрос, а нас за что? Как вы думаете, в Украине поняли или еще рано? Благодарю. В Украине сейчас нет единой позиции. Украинское общество слишком поделено. Вот. Есть большая группа людей, которые выступают за то, чтобы пересмотреть старые установки. Я знаю, у меня есть многие люди, которые еще вчера скакали на Майдане, а сегодня поняли свою ошибку и поняли, что Майдан является корнем зла, из которого произросли все последующие процессы, которые привел к катастрофическим поражениям, катастрофической ситуации, которая существует в Украине. Вот. Кто-то начинает там, ну это больше старшее поколение, снова ностальгировать по Советскому Союзу. Вот есть и такие. Вот. А кто-то дальше считает, что нет, мы должны дальше бороться, мы должны дальше воевать, мы должны доказать, показать, даже если вся Украина погибнет, мы должны все-таки, ну как кто это говорил на прошлой неделе, что Костенко, да, что у нас Да, либо погибнуть, либо воевать с Россией. Да, так. либо Россия, да, уничтожена Да, будет, ну и да. таких людей тоже есть достаточно в Украине. Нельзя сказать, что Костенко только свое мнение, там, или мнение там, небольшой группы. Вот, таких людей тоже есть достаточно большой процент в Украине. Так а как это? И они считают это патриотизмом. Главное, что каждый считает патриотизмом свою позицию. Вот. Вот. Для меня более близкой является позиция, что необходимо восстановить мир, необходимо восстановить добрососедские отношения со всеми соседями, необходимо обеспечить новое процветание Украины, постепенное процветание Украины. Без этих составляющих невозможно. Но кто-то считает это фактически предательской позицией. Вот. А патриотическая позиция считает, что надо воевать, воевать, воевать и растить детей, чтобы они тоже воевали, и чтобы внуки воевали и так далее. Вот это проявление патриотизма, считаю. Андрей, вопрос. Если до 15 мая не заключат сделку, то США выходят из переговорного процесса. Тю, так Зеленскому и глобалистам это же и нужно. Им Именно. осталось продержаться ровно 3 месяца, а там выборы в Конгресс недалеко. Все, получается, идет по их Да, сценарию. Зеленскому убеждают, что Трамп проиграет выборы в Конгресс. Зеленского, ему привнесли свежую социологию, что фактически все социологические службы показывают, что если бы выборы были в январе, то Трамп проиграет эти выборы с треском. У Трампа 38% поддержка, это самая низкая поддержка. Вот, а республиканцы могут взять от 39 до 46% в следующем выборах в Конгресс. Вот это ему сейчас показывают. Но это социология, которая проводится в январе 2026 года, а не в ноябре. Это важный момент. А Зеленский в нее уже уверовал. И он считает, что да, действительно, чем Трамп скорее там слезет с воза, тем Станет успешнее легче. мы сможем, да, Да. мы дальше будем так держаться до осени, а там придут демократы, а демократы снова нам выделят денег, а дальше мы еще 27-й год будем воевать и так далее. Какое было ваше самое глубокое разочарование с 22 года до сегодняшнего момента? Да я не знаю даже разочарование. Мое разочарование как раз именно было, наверное, в начале апреля 22 года, когда были очень большие все-таки шансы на то, что война остановится, стамбульские переговоры. Вот, и когда Зеленский все-таки решил воевать
дальше под давлением со стороны Великобритании. Вот тогда я понял, что это война надолго. Вопрос, Константин Петрович, дипломатия X – это расцвет или закат дипломатии? Нет, X – это это... соцсеть, я имею в виду. Я понял, да. Это данность, Да. да, это просто та же дипломатия, но иными средствами, что называется. Это абсолютно новый вид дипломатии. Тоже надо к этому привыкать. Вопрос, как вы относитесь к Буданову? Похоже, что его готовят на должность президента. Украинский аналог Путина такой, если реальные кандидатуры на пост президента, при которых страна, она бы одумалась и начала восстанавливаться. Кого поддерживаете вы? Да вот в том-то и дело, что я пока не поддерживаю никого. Вот, огласите весь список, что называется, потому что всех тех, кого включают в списки, как-то боюсь, что отдавать голос – это очень большая ответственность, и нести ответственность за каждого из них как-то не особо. Буданов на фоне остальных выглядит более-менее, что называется, прилично сейчас. Но никто не может прогнозировать, каким он будет президентом. Никто не может спрогнозировать. Он просто ориентирован скорее на те круги, которые сейчас выступают в роли, скажем, деструкторов системы Зеленского. Вот. А сможет ли он создать какую-то новую конструкцию, ну, я не берусь сказать. Всем добрый вечер. Вопрос. Почему все фигуранты коррупционных скандалов, вымогательств и любовных утех в украинском бомонде ведут свои подпольные делишки на языке оккупанта? И почему об этом не высказывают свое негодование омбудсмены языковые, куда смотрят мовные патрули и активисты? Ну, это как раз именно, именно такое лицемерие, проявление лицемерия. Вот, потому что я точно знаю, что Зеленский со своим окружением, со своей семьей общается на русском языке. Я точно знаю, что на русском языке общаются дома. Буданов, вот, тот же Ермак и прочие. Вот, Порошенко, вот, Тимошенко и так далее. То есть все они русскоязычные. Вот. Но когда они выходят на публику, им необходимо показать, что они являются вот патриотами. И поэтому они переходят на язык, который уже фактически превращается не в живой, а в казенный. Помню те времена, пишет пользователь, когда в Киевском Подоле в домах не было центрального водоснабжения и канализации, а просто во дворе была водопроводная колонка и общий туалет для жильцов дома. Частенько местная шпана шалила против неугодного дома тем, что летом бросала пачку дрожжей в такой туалет, и через несколько дней зловонная пена заполняла двор. В связи с тем, что Троещине светит разрушение центральной канализации и строительство огромных туалетов по всему массиву, плюс специфический местный контингент молодого поколения. Как думаете, как быстро дрожжи станут запрещенным продуктом в Киеве? Дефицитным продуктом, а скорее не запрещенным. Понятное дело, вопрос риторический, но вы знаете, в данной ситуации нет хорошей жизни, предлагается такая постановка вопроса. Вот. Будем надеяться, что это очень временная мера. Ирина, Константин Петрович, скажите, кому принадлежат следующие высказывания? Россия – это полено в пожаре мировой революции, и большевики должны добиваться перерастания империалистической войны в войну гражданскую. Там немножко другая тема, потому что Ленин еще в ходе империалистической войны, если не ошибаюсь, в 1915 году выдвинул лозунг о перерастании войны империалистической в войну гражданскую. Это лозунг, который подняли действительно большевики впервые. Ну, как показывает история, да, очень многие империалистические войны перерастают потом в гражданские. Это мы наблюдаем даже по тем событиям, которые происходили даже на наших глазах на африканском, латиноамериканском и других континентах. Ой. Почему вы делаете карикатурные видео на украинцев, вызываете разжигание ненависти простых россиян к украинцам и наоборот?
Это мне пишут. Вы же журналист, хоть и в прошлом. Почему вы не говорите ни слова, как прекрасно в России? Сколько соратников действующей власти сбежали за рубеж с огромными суммами, продолжают бежать. Валюту вывозили, продолжают вывозить вагонами. В Ютубе есть видео Катасонова. Почему бегут из России, если по всем каналам кричат, что Россия самая лучшая? Ваши видео смотрят много с Украины. Не могли бы вы про Россию правдиво рассказать? Или вы боитесь Путина? Ой... Знаете, ну, не хочу эпатажно отвечать. Могу. Есть что ответить эпатажно, но не хочу. Потому что я украинец. Поэтому рассказываем здесь про Украину. Боитесь Путина? Боимся Путина. Надо было бояться Путина. Надо было работать с Путиным. Надо было, дружить. Надо было каким-то образом взаимодействовать. Если не понимаем ради того, что ради блага, то хотя бы ради того, чтобы вот этого, что сейчас с Украиной не произошло, не случилось. Это так, это не эпатажный ответ. Понимаете, в чем дело? Опять-таки, вот бегут из России. Залетел к нам, наверное, поклонник из вот этой группы беглых россиян, хороших русских, которых приняли в ПАСЕ, а Украина в последнее время отвергала. Константин Петрович, как думаете, примут их назад? Это уже вопрос не к нам. Дело в том, что Россия – это отдельная страна, отдельное государство, в котором сейчас Украина находится в состоянии войны. Вот. У нас есть большое количество своих проблем, своих проблемных политиков, которых мы рассматриваем. Вот, у нас есть система, с которой мы боремся. Это не значит, что от этого мы больше стали любить Путина, Россию и так далее. Вот. Нет, я, скажем так, всегда очень хорошо относился к России как к стране, как к той стране, в которой живет большое количество моих родственников, друзей и вообще просто людей, с которыми, скажем, не один пуд соли съели. И я считаю, что абсолютно ненормальная сегодня ситуация, когда всех стригут под одну гребенку. Да. Но я тоже являюсь гражданином Украины, и я в первую очередь общаюсь и обращаюсь к гражданам Украины, и когда я сейчас обращаюсь, в первую очередь я доношу ту позицию, которую я как гражданин Украины, как человек, которому именно который не равнодушен к судьбе Украины, поднимает те или иные темы. У меня есть свои установки, свое мировоззрение, своя философия. Я ее защищаю, продвигаю. Но это не значит, что я должен сейчас вклиниваться в спор российских элит, Да, групп между собой. и так далее. Они сами договорятся. Или Они не сами договорятся и сами поймут, кто есть кто. Да. Тут бы со своими разобраться, элитами и группами. Это раз. А во-вторых, понимаете, в чем какая-то такая история? Слушайте, это же тоже информационная игла, на которую подсаживают. А вот там есть. Мне тоже, кстати, там забрасывали меня. Я так посмотрел, попытался даже изучить, но потом понял, куда меня ведут. Есть беглый брат Путина, какой-то двоюродный, который сбежал, там рассказывает. Ёлки-палки. Там вот эти моменты. И это тоже информационная игла. То есть... Александр, есть огромное количество россиян, которые голосуют за Путина или не голосуют, которые решают уехать из страны или остаться, которым нравится Путин, не нравится Путин. Это их личное дело. Я, как гражданин Украины, не имею права вмешиваться в их мировоззрение, в их, в то, как они живут, кто им мил, кто не мил и так далее. Если за Путина голосует стабильно высокое количество граждан, а это тот результат, который сфальсифицировать в принципе невозможно. Любой технолог это скажет. То, соответственно, значит, это их президент. Они за него несут ответственность, он несет за них ответственность. Слушайте, если был бы какой-то внебрачный брат Зеленского, мы бы с вами обсудили, и книгу Джокер переписали бы.
Нет, я на самом деле, я сейчас заканчиваю книгу про современную Россию. Вот, это такой справочник скорее. Вот. Но не даю никаких рекомендаций россиянам, как им жить. Вот, что такое хорошо, что такое плохо, абсолютно отстраненная информация, абсолютно, значит, точно так же, как я бы, наверное, писал бы про австрийцев, писал бы про французов, канадцев и прочих. Вот. Но то, что происходит в Украине, то, что происходит в моей стране, конечно же, я пропускаю через Судьбу, через свое сознание, да. да, и я даю тогда вот именно я там демонстрирую свою гражданскую позицию в этом плане. Так, значит, отвлеклись мы на вот это вот Да. все. Вот одессит спрашивает. Константин Петрович, простой вопрос. Если Россия ведет свое СВО против нацистской идеологии, то почему все носители этой идеологии прекрасно себя чувствуют, живы-здоровы, богатеют, а умирают на передовой тракторист Микола и слесарь Степан, которые к этой идеологии не имеют никакого абсолютно отношения? Что это за тактика и стратегия такая у России? Спасибо, всем мира и добра. Да, это в любой войне умирают как раз непричастные. А что, все немцы, которые шли воевать против Советского Союза, все были носителями нацистской идеологии? Вот. Да еще я помню, что, ну как помню, я уже читал, сколько даже во время войны было большое количество публикаций о том, что там такой-то пленный сдался, и он рассказывал, что он был обычным человеком, его просто мобилизовали, что он вообще не разделяет там никаких идеалов. Ну, понятное дело, что можно делить это все на 10, все эти заявления, которые там во время допроса были, но было же большое количество людей, которые попросту были абсолютно аполитичны, которые попросту были обывателями. Вот. Но их мобилизовали, отправили на фронт. Вот. А до носителей нацистской идеологии, настоящих носителей нацистской идеологии добрались значительно позже. И то там многие ушли от Ну, это ответственности. да, это да. Поэтому Поэтому еще не не вечер. удивляться, да, и удивляться нечему. А вопрос как к автору книги «Джокер». Как вы думаете, какой статус у Зеленского в «Резерв плюс»? Какой военнообязанный? Он же получал повестки. Он же получал повестки в А как там, а как там 2014-2015 пишется? году. У меня, по-моему, там что-то стрелец, стрелок, вот это что-то тоже военное. А у него, наверное, верховный главнокомандующий. Я не знаю, я не видел его резерв плюс, я не знаю, зарегистрирован ли он там, но то, что он стоит на учете воинском, это однозначно, потому что ему 4 присылали повестки в армию, 4 он их игнорировал. Это Да. факт. Значит, немножко непонятно здесь. Надо объяснить. Татьяна пишет по поводу скита Святогорской лавры в Богородичном. Говорит, значит, братья написала заявление, полиция ничего не делает. Все понимают, что ограбили военные. Сейчас в ските живут матушки, это женский. Что делать с этим беспределом? Ограбили, я рассказывал в шуме, по-моему, вчера, да, ограбили, и стало известно на днях, что в Богородичном скит, да, Святогорской лавры, вынесли колокола, там очень тяжелые были колокола, вырвали языки, ну, видимо, на металл, наверное, сдать. И всякие там, что более-менее ценное, то как бы оттуда вынесли. Вот Татьяна тоже интересуется этим вопросом, просит вас прокомментировать. Ну, в данной ситуации, я думаю, что все эти факты тщательно протоколируются. Сейчас мне известно, что не только одна сенатор, конгрессмен, точнее, конгрессвумен даже в Соединенных Штатах Лула, вот она сейчас больше всех выступает именно в защиту Украинской Православной Церкви. Но, насколько мне известно, уже группа конгрессменов и сенаторов, которые готовы выступить в поддержку Украинской Православной Церкви, уже увеличилась минимум до 10 человек. И сейчас этот вопрос гонений на Украинскую Православную Церковь будет еще более активно подниматься в Соединенных Штатах. И Зеленскому, я думаю, придется отвечать и не только Зеленскому, а всем тем, кто причастен к гонениям на Украинскую Православную Церковь, придется отвечать
перед, не столько даже перед украинским народом, этого они не боятся, как я говорил, но перед Соединенными Штатами. Вот. А там могут быть очень жесткие санкции по этому вопросу. Мгм. Оксана Бондаренко, ваша однофамилица, спрашивает, что вы думаете по событиям в Сирии, как оцениваете встречу Путина и, ну, я называю его Джулани, Да, Аль-Шара. Шара, так. Вот, ну, пока что мы имеем только официальную версию, но видим, что и Соединенные Штаты, и Россия сокращают присутствие в Сирии, военное присутствие, что не означает, что Россия сократит, например, экономическое присутствие в Сирии. Поэтому, думаю, интересы России на Ближнем Востоке будут соблюдены, точно так же, как и тех же Соединенных Штатов. Посмотрим, вопрос. Восток – дело тонкое, и Сирия, сирийский лидер нынешний, он человек такой достаточно непредсказуемый. Константин Петрович, а ведь после войны будет гораздо более хуже, чем сейчас. Нас захлестнет волна криминала, темные времена, а государства нет. Почему об этом никто не говорит? Мы говорим об этом, мы в наших программах неоднократно говорили о том, что это может ожидать Украину. И причем года два, наверное, подряд говорим об этом. Что никто не думает из власть имущих о том, что будет после войны. Все думают, что вот сразу война закончилась, и мы сразу вернулись в точку там, 21 или там, извините, 23 февраля 22 года. Вот, то есть то, с чего началась война. Снова все отмотали и начали по новой жизнь. Нет, жизнь будет абсолютно другой, и жизнь будет действительно сложной. Недаром вот, в Германии во время Второй мировой войны любили цитировать Хорста Весселя. Да? Наслаждайтесь войной, мир будет страшным. А, Сергей, может, Россия требует отдать Одессу, Харьков, Сумы и Николаев? Поэтому такой территориальный вопрос сложный и не закрывается. Это следующий... Нет, Четыре наших области уже бы давно отдали бы. нет. На самом деле это следующая рамка, вот, планка. Вот Путин уже неоднократно намекал, и не только Путин, а и многие в его окружении, что если будут провалены нынешние переговоры, то, соответственно, Россия заявит значительно большие территориальные цели. Мгм. Так, значит, вопрос, что важнее для человека, Наташа задает, род или его нация? Нация – это производная практически, это более поздняя форма. Нации, форма самоорганизации. Нации появляются в XIX веке фактически, хотя многие там сейчас кричат, что нет, украинская нация, она существует 3500 лет, ну, на самом деле это просто каша в голове вот у многих. Нация – это форма политической самоорганизации, а род – это то, что фактически является самым близким, самым естественным для человека. Мгм. Значит, вот предложение к вам. Кстати, хорошее предложение. Интересно, можно оформить, почему бы и нет. В нескольких частях, можно в прямом эфире с обсуждением. Просят почитать вам, как у вас просят как-нибудь в эфире почитать Джокера. Уже сделали, вот информирую, уже есть аудиоверсия, начитанная моим голосом. Вот, То есть это но вы, да. да, и, соответственно, я вот дам буквально на днях в телеграм-канале все ссылки. Сейчас мы технически там добиваем определенной шероховатости на сайте. Вот, так что буквально подождите еще пару дней, и мы уже дадим ссылку, где вы сможете скачать, слушать, даже там не скачать, там специально разработаны программы, которые позволяют избежать вот этого пиратского копирования, вот, потому что это то, с чем столкнулись с систематическим нарушением авторских прав. Вот, подождите, у меня вот на моем телеграм-канале буквально со дня на день будет уже ссылка. Мгм. А могут будущие власти Украины объявить Зеленского и команду предателями и отменить все его договора, законы, в том числе с Западом, и что поможет повлечь, и что это может повлечь от Запада?
могут, соответственно, и как раз, скорее всего, под таким себе даже не давлением, а следствие провокации со стороны Запада. Запад будет всячески подталкивать к тому, чтобы Украина потребовала пересмотра договоров. Как только Россия даст слабину какую-то, как только в России почувствуется, что там как бы нет той монолитности, которая наблюдается на протяжении длительного времени, и способности к противостоянию Западу, сразу же, будьте уверены, Украину подтолкнут к тому, чтобы Украина подняла вопрос о пересмотре договоров. Александр, почему Украина не смогла сделать свое королевство? Создать свое королевство? А как создать Ну, был же королевство? король Данило Галицкий. Чего королевство не создали? Король Данило Галицкий был один из немногих, фактически, это не единственный король, который получал королевскую корону, но не было традиции. Королевская корона получалась в основном по линии римского папы. Необходимо было принадлежать в первую очередь к этому миру, к этой цивилизации. И, соответственно, историки до сих пор спорят, переходил ли Даниил Галицкий из православия в католицизм, чтобы получить корону. Но факт остается фактом, что его наследники эту корону не носили, они не носили титул короля, не было преемственности. Так что это важный момент. Также не было государственности длительное время, не было самого королевства, вот в котором был бы король, который бы владел этими территориями, был бы сувереном этих территорий. То есть этого всего тоже не было. Но уже в новое время было несколько претендентов на такую опереточную роль монарха. Был там этот Алелько II, который в начале 90-х годов претендовал на то, чтобы быть королем Руси, Украины. Был некий князь, самозваный князь Федор Карачевский-Волк, который тоже хотел быть королем Украины. То есть было достаточно претендентов, но это были такие опереточные короли. Мгм. Да уж, короли еще те. Значит, Украина отдаст все левобережье Днепра и все Черноморское побережье, если остальную часть Украины возьмут в ЕС, спрашивает Алла. Ну, в ЕС будут принимать по факту, значит, если будет определенная территория уже узаконена. То есть Украина должна определиться с тем, что является ее территорией, какую территорию принимает в Европейский Союз. Без демаркации линий, без демаркации государственной границы принять Украину в ЕС никто не сможет. Да, друзья, всем большое спасибо. 100 минут как с куста, как говорится. Каждая минута дорога в нашем сегодняшнем эфире и в нашем с вами общении. Я очень благодарю вас за активность и, Константин Петрович, вас благодарю за время и мысли. Спасибо и вам. До новых встреч. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Обязательно увидимся.